Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Всем привет! Значит, сегодня у нас будет автомобиль из Воронежа. Человек сам блогер, на ютубе, занимается подводной рыбалкой. Достаточно интересный канал Андрея, Андрей Еремин, так канал называется. У него там помимо рыбалки еще всякие интересности есть по поводу ремонтов, какие-то самостоятельные. То есть достаточно интересный канал. И что мне больше всего нравится, с достаточно доступным языком изложения данной информации. Но сейчас мы не о том. У него ховер в одних руках, он его покупал с Нова. Пробега там что-то, по-моему, сейчас вот честно скажу, уже не вспомню, но, по-моему, что-то под 160 тысяч. Значит, со следующей проблемой. Он обратился ко мне, тогда прикупил термостат, поменял термостат. У него, говорит, машина, говорит, видно по температуре, что нагрелась, но печка не греет от слова совсем. Ну, то есть вот как-то вот, то есть машина уже на рабочей температуре там 76-80 градусов, а с печки дует воздух там, ну, что-то порядка вообще 30-35 градусов. Ну, это ненормально. Совершенно ненормально. Такая колоссальная разница. Я бы еще понял бы, чтобы если бы у нее печка была забита, но настолько ее забить просто нельзя физически. Мы с ним договорились о ремонте, он приехал. А дальше смотрите. Итак, что ж, вот он наш автомобиль. Значит, здесь один владелец. Автомобиль с Воронежской области. Хозяин автомобиля это Андрей Еремин. У него достаточно интересный канал на ютубе. Ссылочку оставлю по подводной рыбалке. Я хоть и не любитель рыбалки, но мне прям вот зашло, честно говоря. Контент очень приятный. Значит, здесь проблема следующая. Менял он термостат, пробовал. Передвигается в основном по городу на небольших скоростях. Печка греет там что-то как-то совсем очень мало. Еле-еле, говорит, а в горочку поедешь, печка вообще пропадает. Здесь тоже приехал он, мы попробовали подкинуть, значит, как он называется, скажите мне, пожалуйста, пробочку радиатора новую. Ничего не поменялось. Догрели его до срабатывания вентилятора, то есть до 86 градусов. Он температуру опустил. Но что мне очень не понравилось, значит, здесь проблема идет именно по слишком быстрому нагреву. Причем, когда машина вот отработала вентилятор, да, упал там до 78-77 градусов температура двигателя, печка греет еще. Как только стоит мне дать газу, печка начинает, ну, то есть где-нибудь там до 3,5 тысяч оборотов, печка греть перестает просто. С печки сразу начинает идти холодный воздух. Это говорит как раз нам о том, что у него уже пробитие прокладки на очень-очень ранней стадии. То есть только-только, скажем так, симптомы эти появились. Сейчас я вам покажу и моторный отсек, и пробег этого автомобиля. Значит, по пробегу у нас здесь 158 тысяч. Хозяин автомобилем очень доволен, продавать его не собирается, но очень сетует на вот эту ситуацию. Значит, здесь мы сейчас, я вам покажу просто запуск, хотя машина маленько уже поработала у нас, но сейчас продемонстрируем. То есть мотор уже поднагретый, но запуск все равно тяжеловатый. Что было сразу замечено? При перегазовке машина сильно дымит. Прям очень сильно дымит. Это было видно и на фаркопе. Сейчас мы машину помыли, уже этого не видно. Но было видно хорошо и отчетливо. Сейчас я ее маленько разгазую. Просто машина стоит, у нас тут снежку выпало чисто. И заодно вы сразу увидите пятна. Как вы можете видеть, ну, в принципе, здесь на фаркопе еще осталось все это хорошо заметно.
То есть форсунки нам придется ремонтировать. Сейчас мы откроем моторный отсек. Значит, по работе двигателя. Мне очень не нравится звук мотора. Грубоватый. Скорее всего, проблема где-то, скорее всего, это из-за проблем с форсунками. Очень грубовато работает. Как вы можете видеть, его слегка потряхивает. Форсунки здесь никто никогда не лазил, я так понимаю. Все заводские метки, все соблюдено, все стоит на своих местах. Что ж, 150 тысяч, хороший пробег. ЕГР стоит, не знаю, сейчас мы будем смотреть по тем работам, что здесь в принципе предстоят. Посчитаемся, может быть, человек его отошьет. Ну, сейчас мы ее будем загонять в бокс и разбирать. Там дальше все тоже покажу. Ну что ж, приступили к разборке. Перво-наперво удаляем воздушный фильтр для установки специально обученного сотрудника. Проверяем турбину. По турбине здесь все хорошо. В принципе, это и по лопаткам видно, что они абсолютно нормальные. В мотор здесь никто никогда не лазил, о чем говорит наличие заводских хомутов вот здесь на патрубках. Печку это Андрей сам промывал, у нее видео об этом было. Здесь смотрю, натяжитель заменен, натяжитель стоит не оригинальный, ну да ладно. ГРМ и помпу мы не трогаем, не так давно он их менял. Наша задача сейчас, значит, снять форсунки, отдать их на проверку. Также попросили почистить ЕГР, почистить радиаторы, оба, интеркулер. Ну, то есть это все будет делаться в процессе. Сейчас будем продолжаем разбирать, и дальше все это будет также показано наглядно. Так, демонтировали приводной ремень. Что хочется особенно сказать. Музыкальный ролик. Этот еще походит. Этот уже сухой. Хоть люфта и нет, но его тоже лучше поменять. Сняли тут радиатор основной. Тут что-то было. Не знаю что, но что-то было. Добрались до ГРМ. Значит, скажу свое небольшое резкое фи по этому поводу. Видите, как стоит натяжитель? Стоит он неправильно. Потому что натягивали, скорее всего, против часовой. Отчасти понимаю почему, потому что удобнее его вот с этой стороны провернуть и затягивать. Но стоять он должен, вот эта борозда, как правило, стоит вот здесь вот. И на ролике, на более свежих партиях роликов, у них вот здесь вот, под болтом, есть стрелочка, как натягивать. Потому что при правильной натяжке, я говорю, вот эта штука стоит вот здесь. Где-то вот, ну вот так вот, да? А так в целом помпа мененная не так давно и стоит, кто это такой? Это Japan Parts. Ну ничего, помпы вроде ходят. Точно сказать не могу, не знаю, пока статистики особо по ним нету. Насосы относительно свежие. Ремень Continental. По комплекту ГРМ у Андрея на канале я видел, он ставил CT1159K1. То же самое, что и ставим мы. Это, пожалуй, наверное, единственное правильное доступное решение сейчас на рынке у нас. Кстати, в наличии они у нас есть, если надо кому спрашивать. Вот. Сейчас мы снимем ГРМ, отвернем сразу шкив и будем разбирать все остальное вот здесь. Ну что ж, добрались мы до клапанной крышки, сняли. Здесь по состоянию вообще никаких претензий у меня нету. Валы все в изумительном состоянии, мотор чистый для дизельного-то особенно. Вот. Сейчас это говорит о том у нас, что хозяин лил нормальное масло. Сейчас снимем постель распредвалов и будем смотреть гидрокомпенсаторы с коромыслами, как у них по состоянию. Так, ну что ж, постель сняли. По состоянию постелей тут вообще претензий у меня нету. А по состоянию гидрокомпенсаторов, вот этот еще более-менее, вот этот уже мертвый, вот этот уже такой же. То есть гидрокомпенсаторы пойдут под замену, скорее всего, коромысло тоже, потому что все-таки пробег уже
дает о себе знать. Да, и пяточка такая серьезно набитая, поэтому коромысло тоже под замену. Вот. Болты тоже мы будем, естественно, менять. Ну, а сейчас осталось открутить турбину, снять гидрокомпенсатор с коромыслами и снимать головку. Ну что ж, головочку сняли. Состояние цилиндров, ну, мое почтение, господа. Такое ощущение, ну, там мелкие риски какие-то есть, но это вообще не критично. По состоянию цилиндров здесь вообще все прекрасно. Сергей, поболтай какой-нибудь цилиндр. Перекладочка прям вообще минимальная. То есть мотор этот при таких, если при соблюдении таких же условий эксплуатации, этот мотор пройдет очень долго еще. Вот. Что было замечено? Путь. Здесь антифриз выходил. И вот здесь шланг от EGR. Его просто раздуло. Я так думаю, что сейчас его, если повнимательнее поразбирать, мы найдем на нем где-нибудь и трещины, и все остальное. Вот так вот. Так, еще немножко по шлангам. Вот это вот по факту результат того, что уже газами начало давить наружу. И не столько здесь уже и хомут, естественно, прослаб от этого, тех действий. Но вот это вот определенный результат того, что начал давить газами. Где-то вот дефект изготовления шланга мелкий, и вот его начал давить. Вот, пожалуйста. Где-то вот он через это как раз давление и сбрасывал, скорее всего. Поэтому человек длительное время спокойно передвигался. А так, по состоянию, я говорю, мотора здесь просто все великолепно. Я думаю, что если хозяин продолжит в том же стиле, он пройдет на этом моторе очень долго. При детальном осмотре головки также вот заметили, на EGR патрубки тоже начало уже выдавливать. Здесь вот, ну, по-хорошему, я говорю, надо удалять EGR, потому что от него, блин, одни неприятности. Пока вот это все снято, это будет нам удобно. Вот опять же, снимаем патрубки, и видно, что они уже полопались. То есть их давлением начало разрывать. Хотя заводские патрубки достаточно серьезная вещь, блин. Они очень долго ходят. У некоторых там по 350, по 400 тысяч пробега, они все на родных патрубках катаются. Сейчас вот снял коллектор выпускной. Здесь, похоже, трубочка подтекает. Надо будет поменять под ней прокладочку. Собственно, по клапанам претензий никаких нет. Выработка минимально. Поправим. Здесь пяточку тоже поправим. И все будет работать хорошо. Итак, что ж, вот у нас головочка уже отфрезерована. Головочка немножко поведенная была. Поправили. Седло, значит, поправили. Фасочки на клапанах поправили. Все притерли. Все, естественно, подписано. Сейчас мы, значит, отмываем пружинки, сухарики. Здесь заглушечку выбиваем. Делаем под австралийца. С хозяином мы договорились. EGR мы уберем как ненужный элемент. И приступаем, в общем-то, к сборке. Все это надо будет сейчас очистить, отмыть, потому что здесь еще следы заводского герметика. Их тоже надо будет поубирать. Также надо прифрезеровать посадочные места под форсунки. Обязательные условия. Вот. Тут у нас одну свечку обломило. Когда мы выкручивали, хозяин просил проверить. У него из 4 рабочих было только одна. Сейчас мы ему поменяем. Вот здесь обломило свечу. Мы вроде старались и аккуратненько, и все остальное, но не получилось. Высверлили, сейчас поставим новые свечи. Я говорю, все это сейчас постепенно будет собираться. Что у нас еще есть проблем? Значит, хозяин жаловался на запах выхлопа. Вот здесь, по этому сварному шву, у нас проблема. Сейчас надо будет ее вот эту нашлепку снимать, проваривать и потом уже поверху наваривать. Потому что это, кстати, достаточно распространенная проблема на этих машинах. Здесь вот тоже уже, по-моему, начинает потихоньку. Достаточно распространенная проблема на этой машине. Ну, сейчас сделаем. Ну, вот отсоединила нашлепку, и вот, пожалуйста, вот она. По сварному шву прямо и ушло. Сейчас вот эти места зачищаем. Я заметил еще вот здесь вот трещинка. То есть этот фланец тоже надо будет здесь проварить. Вот сейчас снял фильтр тонкой очистки топлива. Вот такие фильтра не надо ставить на машину, потому что
это а-ля оригинал. И слышите? Шарик тут уже вывалился нафиг. Налили солярки. Но это ничего страшного. Сейчас я покажу, какие фильтра шли в оригинале на самом деле на этих машинах. А вот в оригинале у нас шли вот такие фильтра. Сейчас я достану и покажу. Вот они, как они, Defied, не знаю, как это правильно произносится. Вот они в оригинале шли такие. Или же Delphi 906, HDF 961. HDF, точнее, если быть более правильным. HDF 961. Также можно ставить Delphi HDF 925. Отличается от 961 только высотой колбы. Вот этой вот. Здесь шарик вот здесь вот на обратке только побалтывается, но он потому что там стоит. А на том фильтре, как вы видели, он уже отвалился совсем. То есть у него все топливо шло непонятно куда, когда должно было быть. Сейчас меняем, очищаем плоскость и приступаем к сборке. Итак, в общем-то, головку уже установили, прикрутили, там шланги всю обвязку сделали. Сейчас нам останется прикрутить здесь щиток, поставить катализатор, присоединить печку, ну и так, валы бросить, новые свечи, по мелочи. В общем-то, по большому счету, в течение дня вся эта работа выполнима, и автомобиль запустится, и, я думаю, уедет в ближайшие день-два. Ну, а пока мотор у нас обрастает запчастями, заодно промываем печку. Ну, грязи на самом деле прилично, это вот можно видеть по раздувающемуся чулку. Так, ну что ж, тут у нас все собрано. Сейчас будем запускаться. Ну что ж, дизель, дай-ка вспышку. Камера. Диапазон. Окей. Ну, собственно, вот и все. Мотор работает очень ровно. Никаких колебаний, ничего. Все прекрасно. Сейчас вот допрокачивается воздух, остатки выходят сейчас. И мелочи. А так, в целом, никаких нареканий по работе двигателя нет. Итак, ну что ж, автомобиль мы починили. Помыли оба один радиатор мы поменяли по просьбе хозяина. То есть основной радиатор мы поменяли на такой же новый, оригинальный, толстый, который у нас в наличии имеются. Промыли радиатор печки, промыли систему охлаждения. В принципе, все недостатки, которые были, я вам показал. Что привело к перегреву? Так это тот факт, что, скорее всего, у него уже уходил антифриз через патрубки. И где-то ежесекундно, буквально, он его поднагрел. Ну, такое тоже может быть. Бывает, ну, отвлекся. Все в жизни бывает, я не спорю. Но ввиду того, что уже жидкости охлаждающей было мало, мотор работал не в том, скажем так, температурном режиме, этого было вполне достаточно, чтобы где-то чуть-чуть повело головку и начало оттуда сифонить. Этого достаточно, поверьте. В общем, все отремонтировали, все сделали. Автомобиль у Андрея просто в великолепном состоянии. Я такой вот кайф получил, честно говоря, от работы с его автомобилем, потому что это девственный мотор, в котором никто никогда не бывал и ничего не делал. Это просто одно огромное удовольствие, что ты работаешь со стоковым железом, где тебе не надо ничего переделывать за кем-то, что-то вот смотреть на всякий вот этот вот колхоз, который... Каждая машина приходит со своим разным колхозом, уже одинаковых автомобилей почти не видишь. Где-то по-разному, но все, в общем-то, смысловая нагрузка, конечно, одна и та же, но реализация у всех разная. Удовольствие я получил огромное от этого автомобиля. Спокойно, в размеренном режиме мы его починили. Андрей сейчас уехал. С автомобилем у него все хорошо. Единственное, что там есть мелкие недочеты. Уже это потом выявилось на прогретую, на холостом ходу. Но сейчас я ему отправил фильтр. Я думаю, поменяет. Проблема уйдет.
либо где-то подсос воздуха просто присутствует в системе, что тоже не исключено. Так как мы работали в теплом гараже, полностью нам обкатать так не получается. На всех температурных режимах и прочее. Ну да ладно, не в этом суть. В любом случае мы со всеми всегда на связи. Они бывают мелкие недоработки, поверьте, мы тоже не святые. Какие-то мелкие недочеты, они где-то потом вылезают в результате эксплуатации. Это все бывает. И мы готовы устранять, и мы это признаем, самое главное. И готовы это устранять. Ну, больше мне с вами поделиться нечем. В конце ролика я оставлю краткое интервью с Андреем. Мы с ним прокатились по городу у нас. Я его, скажем так, прокатил на его же автомобиле, чтобы он просто послушал, посмотрел. Вот мы с ним прокатились, и вот можете посмотреть это кратенькое наше интервью. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. До Кирилла я добрался. Приятно видеть хорошего мастера. И не по его видеороликам, а вживую. Вот, с Кириллом мы сейчас на моей машине. Да. Небольшой тест-драйв. Сейчас мы где-нибудь на дорожку поровнее выйдем. Здесь в гараже не разгонишься, чтобы понять, как она работает. Единственный, я говорю, геморрой был с запуском, но это потому что гидрокомпенсаторы новые были. А так он работал-то вообще прекрасно. То есть он как только завелся, проработал маленько, уже начал работать абсолютно нормально, без каких-либо проблем. Запускали мы его немножко дольше. Пришлось его подтолкнуть при помощи силиконовой смазки. Ну, это как обычно с дизелями, да? Ну, это не всегда так. Но, как правило, с новыми гидрокомпенсаторами это именно так и происходит. Потому что им надо выбрать свой зазор. А то, что народ там пишет, надо их стравливать, накачивать, это все ерунда полнейшая. Все производители уже давно прикладывают к своим гидрокомпенсаторам инструкции о том, как это все делается. И нигде никакого слова о том, что это стравливать надо, ничего нет. Причем именитые производители, я уж не говорю про китайцев, а именитые производители типа Инны, такие крупные, вот они говорят, что просто запускаете там на 3000 оборотах, держите там в течение 2 минут, потом на холостых, потом опять на 3000, ну, в общем, такое вот шагание. Вот, но прокладка у меня уже почти пробита была, да? Да, она уже вот подбивала клинит, скажем так. Сейчас Ну, вот у меня были какие предположения. Сначала изменился у меня запах выхлопных газов. Это первое, что меня насторожило. Второе, запах антифриза под капотом. Вот. Ну и третье, начались температурные качели с самим двигателем. Температура неустойчивая стала. Вот. Поэтому я ни одного дизелиста в нашей области проехал и понял так, что он на этом деле лучше не экономить. Как говорится, для бешеной собаки 300 верст не крюк, поэтому почти 800 километров я проехал, но приехал к настоящему мастеру, к настоящему дизелисту, вот Кириллу Плотникову. Вот. Машина сейчас бежит вообще по-другому, как у меня она до этого ехала, я прям чувствую. Ну, сейчас мы ему отрезали экологию, и немножко мощи мы ему добавили, поэтому он сейчас ехать, по крайней мере, он начал ехать на то, как он должен ехать. У подвески, как я и говорил, никаких ни шумов, ничего нету. С амортизаторами немножко потеют, но это ерунда. Я думаю, что до весны спокойно катайся и не напрягайся. Вот. Поэтому сейчас по печке можем с тобой посмотреть, она уже прогрелась маленько. Уже, то есть стрелка еще не оторвалась, а он уже 25 градусов. 25 уже показывает, да? Да. Ну и по поводу запаха из антифриза, в ролике я там укажу обязательно. Просто уже хомуты ослабли, заводские, которые резина прижалась, хомуты подослабли, и он подтекать начал через патрубки. А вот что интересно, уровень у меня держался, у меня вообще антифриз не уходил, я его не доливал. Вот могла проблема быть с пробочкой, что он выкидывает, а обратно не засасывает. А, вот так вот, да. Он же должен при остывании обратно из бачка забирать. А здесь такого не происходило, скорее всего. Вот. Ну, вовремя я спохватился. Вот. И почему я еще выбрал такой нелегкий путь, ехать аж
за 800 километров, потому что у Кирилла все запчасти, абсолютно все оригинальные. То есть они занимаются именно тем, что выписывают именно с завода Гретвал, с Китая, наши оригинальные запчасти. Никаких там левых вкладышей, ничего подобного. Все, и сами прокладки оригинальные, ну все оригинальное. Вот, я дам ссылочку на YouTube канал Кирилла, где есть видео, где у него склад, и он где показывает все оригинально. Вот я покупал, когда начались у меня температурные качели в двигателе, я купил за 7500, значит, радиатор охлаждения. И он мне пришел в пополам меньше. То есть не наш оригинальный, а обрезанный. Вот. Сейчас у Кирилла я взял оригинальный, он мне поставил. И я думаю, теперь еще 150 тысяч километров буду ездить и не париться. Вот. Поэтому мы с Кириллом поговорили и решили сделать так. Вот от моего канала и от канала Кирилла, Кирилл будет делать вам скидку, если вы будете подписаны на его канал и придете на его канал и скажете, что мы от Андрея Еремина, и вот тогда Кирилл может вам сделать хорошую скидку. Я думаю, что это будет офигенный бонус. Я прав, Кирилл? Да, сделаем нормальную человеческую скидку. По крайней мере, вы хотя бы будете покупать нормальные, проверенные, качественные запчасти, которые и мы в сервисе уже обкатали. Далеко не на одной машине. И есть и отзывы людей, которые покупали у нас запчасти. Поэтому здесь проблем с этим не будет. И вот машина сколько работает? Минут 10, да, мы едем? Ну, у нас температура сейчас 62 градуса температура двигателя. Вот. А уже почти 40 градусов из печки. А я... При всем при том, что на улице минус 13 сегодня. Да. А я сюда ехал, мне повезло то, что температура за бортом была минус 1,0, но у меня в салоне было 18-20 градусов. Там дубак был основательный. Мы еле доехали на моей машине, потому что было холодно. А если бы ехали сейчас, я бы вообще замерз. Сейчас бы, да, было бы совсем не весело. Однозначно. Поэтому я думаю, сейчас поедешь. Это она еще даже нагреться толком не успела. У нас что там, 65. У нас даже термостат не открылся. А здесь уже 40. 40 почти. Печка жарит офигенно. Печка жарит. Я говорю, тут руку держать невозможно было. Когда ее прогреваешь до срабатывания вентилятора, руку держать невозможно. Вот. Так что вот такое получилось у нас видео. Я уже в начале вам рассказал, что и какие у меня там были перипетии с машиной. Машина у меня в одних руках 2012 года. Ховер дизель 4D20 движок. Вот. По всем вопросам, ну, можете ко мне обращаться, можете к Кириллу обращаться. Ну, лучше, конечно, сразу обращайтесь к Кириллу. Отдельное спасибо Вадиму Бондаренко. Вот, Вадим Бондаренко, он с Ямала, если я не ошибаюсь, или с Якутии, по-моему, Ямал, да. Вот. Он благодаря Кириллу сам перебрал, под его руководством, сам перебрал, поменял прокладку. Вот. Ну, с Ямала, конечно, ехать не вариант. Вот. Так что вот со своими проблемами вряд ли бы доехал, да. Я боюсь. Вот. А сейчас человек ездит, благодарит Кирилла за поддержку. Кирилл всегда на связи, вот сколько я к нему не обращался, всегда на связи, никогда ничего не отказывает. Ну, все просто отлично. Ну, человеческие нормальные отношения. Так что вот такое вот получилось видео. Всем хавероводам удачного и беспроблемного и беспроблемной эксплуатации своего автомобиля. Вот. И учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Вот у Кирилла очень много видео, где люди по 3-му кругу ремонтируют свой автомобиль, и уже на 3-м кругу приезжают к Кириллу, и Кириллу весь этот геморрой приходится переделывать за всех этих горе-мастеров, которые присутствуют на каждом шагу в наших с вами регионах. Ну вот как-то так. Ну а тебе, Андрей, спасибо за столь сказочный автомобиль. На самом деле, кроме как
сказочным я его не назову, потому что я уже устал от этих Франкенштейнов, которые к нам приходят. Это просто сборная солянка. Здесь просто с автомобилем было работать огромное удовольствие. То есть в мотор никто никогда не лазил. Все на своих местах, весь крепеж, все прям изумительно. А когда вскрыли цилиндр, вскрыли головку, я посмотрел на цилиндр, я аж плакнул, если честно, потому что таких хороших моторов я не видел уже очень давно. Такое ощущение, что мотор вот только-только с хнинговки, прям все в изумительном состоянии. Сейчас сделали, я думаю, что тебе его еще на ближайшие 1150-160 хватит. Мотор, я говорю, просто в изумительном состоянии, поэтому катайся, радуйся. Я думаю, что у тебя на рыбалку самое то. Самое то, Кататься. Да. Машина в этом плане и проходимая, и не подводит. Сам на таком же ездил, знаю. Бывало, в дебри тоже залезешь. Ну, в общем-то, на самом деле, здесь вообще, в принципе, по состоянию автомобиля, говорю, мне очень понравилось. Что, говорю, крайне редко, когда встретишь такие автомобили. Потому что, говорю, вот сейчас, например, в ремонте стоит машина, на капиталку приехал, на одометре 90. Но я вот вообще не верю в эти цифры, потому что, судя по мотору, там, наверное, где-то под 290. Потому что от цилиндров не осталось ничего. В общем, опять рукожопы в Иваново накосорезили так, что, в общем, человеку мотор теперь только перебирать, и из живого там остался только коленвал, наверное. Все остальное пойдет в утиль. Жалко мне таких людей, жалко мне, что вот, ну, не хотят люди вникать в суть проблемы. Пошел, купил за 500 рублей запчасть, поставил и даже не думает. Ну, вот одна деталь, которая, я говорю, вот при общей массе нынешнего ремонта реально копеечная получается, а привела к такому ремонту, что уже не смешно, уже не смеется никто, даже я. Я вот 3 дня ходил, у меня даже, честно говоря, цензурных слов не находилось на тех мастеров. Потому что я даже сейчас их вот пытаюсь подобрать эти слова, но у меня с трудом получается, а ругаться я не буду, потому что это нехорошо. Короче, ребята, не наступайте на чужие грабли, ремонтируйте свои машины в хороших проверенных местах. Вот. А это место я проверил на своем горбу. Вот. Так что всем здоровья, удачи и всем пока. Всем пока. Вот. Мне Кирилл дает наклеечку вот такую, которую я обязательно налеплю. Пожалуйста, все наше добро. Все на 4D20 в основной массе. На бензинке почти ничего не вез, потому что все можно достать в России. На дизель же не найдешь нифига. Вот вам, пожалуйста, радиаторы в большом количестве. Есть коленвалы, поршневые группы. Вот есть почти все. Вот все, чего я не могу найти в России нормального качества. Здесь есть все. Поэтому... Я недавно это видео от Кирилла вот смотрел, вот где он здесь вот снимал. Вот. Я думаю, блин, офигенно, просто клондайк. Теперь я сам в этом клондайке нахожусь вот с такой вот офигенной наклеечкой. Ну, так что обращайтесь, всегда всем поможем. Тем более своих не бросаем. Да, вот это вот классный. Потому что, я говорю, вот со сцеплением народ мучается. Вот, пожалуйста, это оригинальные комплекты. То, что идет на заводе. Со всеми нашими маркировками причем идут. Вот она. Наша маркировка стоит. То есть это наши корзины, все. Народ мучается с этими сцеплениями. И не только, кстати, на дизельных машинах, также на бензинках. С рейками тоже народ мучается. Покупает по 15, по 20 тысяч рейки, они приходят восстановленные. Поэтому здесь с этим... Короче, друзья, хватит запчастей на всех. Да. Кому не хватит, кому не хватит, закажем еще. Да. Все, вот так вот. Так, друзья, тут вот еще 2 ховера стоят на ремонте. Вот, с такой же самой проблемой. Там 3-й стоит, который мы смотрели, видели. Там, вот обычно. Там тот на капитал, мотора там уже нет. Уже нету? Мотор уже извлекли, да. Все. Потому что там все печально. Поставили. Нет, это не такая. Нет, это прокладка, я, наверное, машину ее бросил. Так что здесь машины со всех регионов у Кирилла, и все съезжаются сюда. Вот это Самара, это Москва. Самара. За углом Иваново стоит. Иваново.
И мы, Воронежская область. Да, да, Так что вот так вот, приезжайте, будете рады потом своей машине.